Привет, друзья! Хочу рассказать вам о сверлильных станках немножко. Этот я сварил себе год назад, пользовался. Был небольшой люфт. Хотелось что-то заводское, жесткое, крепкое, мощное. Решила себе заказать бюджетненький вариант. В принципе, они все однотипные, начиная там от 2000, самые дешевые станки, до 5000 гривен. Они идут одинаковые. Одинаковые движки, одинаковая сборка, литье, разные цвета, разные наклейки. Вот в чем, собственно, и разница. Разные производители по-разному хотят за них денег. Не производители, а торговые марки. Купил я себе, собрал. В общем, включаю, беру за патрон, он останавливается. Без усилий, без пробуксовок, без напряга. Просто его вот так вот можно двумя пальцами остановить при работе. Пятеркой он просверлит металл. Пятерка сверлом. Десятку это уже проблема для него большая. Можно его просто сжечь. И самому помучиться, пока ты его проковыряешь вверх-вниз потихоньку. Намного быстрее, наверное, ручной дрелью просверлить, чем таким станочком. Отдал его обратно. Вернулся к своему прежнему могучему станку. Давайте покажу, что он себя представляет. Стойка из 40-й трубы. Из уголка сварена коробочка плотненько. Между прочим, углы надо зарезать на уголках. Делать острыми, чтобы они плотно садились на трубу. Тросовая подача вверх-вниз. Здесь стоит вал. На нем 3 витка троса. Натяжка. И, в принципе, вот таким образом оно все работает. Нижнюю часть я взял от амортизатора. У меня валялся Ford Transit амортизатор. Вот это ухо, в которое вставляется сайлентблок. Четко, классно подходит под диаметр дрели. Прорезь, гайка, болт. И все затягивается, все классно работает. Усовершенствовал его немножко, чтобы не было люфтов. Приварил гайки, отверстия, и поджимается вот эта вот вся часть болтами. Поджал, законтрил, немножко смазки, чтобы оно нормально ходило. И люфта 0. Вверх-вниз ходит нормально, не закусывает. Вправо-влево держит отлично. Давайте покажу, как он сверлит. Одной рукой неудобно, но попробую. И поехали. Вот таким образом. У меня Makita, двухскоростная, очень мощная. То есть она вообще не напрягаясь работает. Можно обычную бытовую дрельку вставить. Тоже будет, в принципе, крутить в разы лучше, чем заводские стойки. Не стойки, а сверлильные станки. Вот такая вот информация. Следующий класс станков, которые уже можно брать, покупать, пользоваться. Они идут чуть побольше. Мощнее двигатель. Это уже хоть что-то. Он более-менее адекватного качества, мощности. Но они уже стартуют от 10 тысяч гривен. Это такая информация для размышления. Кому надо. Мне просто надо портативный, маленький, легенький станочек. Большие покупать мне смысла нету, потому что его разместить даже некуда. И денег тоже вваливать за ненадобностью как-то не хотелось бы. Кому понравилось, лайкаем. Пишем комментарии, отвечу.